Всем привет, добро пожаловать на канал, и сегодня мы рассмотрим лучшие моды для Stalker 2, как их установить, какие самые эффективные и действительно, которые помогут нам поднять ваш FPS, оптимизировать графику, чтобы она была такая плавная, убрать вот эту зернистость, которая постоянно мешает и мозолит глаза. Так что сажаемся поудобнее, всем хорошего настроения, не забываем подписываться, поддерживать канал, ставьте лайк, если вам данное видео понравилось, либо помогло. Ну и обязательно пишите ваши комментарии, потому что я всегда стараюсь вам ответить. Указывайте обязательно ваши характеристики ПК, чтобы я как-то мог вам дать какой-то совет. Потому что игра действительно заточена больше для каждого персонального компьютера. Ну, персональной, ну вы поняли, да? Поэтому давайте разберемся с модами. Переходим на сайт Nexus Mods. Здесь у нас куча модов, и я вам покажу топ-3, которые действительно я использую, которые действительно проверил, которые работают. И самый, я считаю, доступный, самый такой более профитный, это Optimized Twix S2. Нажимаете на него, здесь полностью инструкция, что он конкретно изменяет. Если у вас английский язык, то можете поставить на русский, либо добавить какое-нибудь разрешение для вашего браузера, чтобы можно было менять переводчиком. Что он делает? Смотрите, уменьшает задержку, ускоряет загрузку, также улучшает потоковую передачу и увеличивает FPS на 5-15 кадров. Это очень круто и очень полезно. По установке, здесь в принципе ничего сложного, просто нужно создать папку mods, добавить, скачать файл, нажимаем файл. Здесь, смотрите, есть такой нюанс. Если у вас видеокарточки 1060, 1650, которые GTX, то скачивайте вот этот, потому что оно более оптимизировано под эти конкретные видеокарты. Если у вас обычный RTX, то скачивайте вот здесь, нажимаете медленная загрузка. Ну, в принципе, она что медленно, что быстро, она быстро, в принципе, скачивается. И просто этот файл переносите туда, где указано вам в настройках. Если вы не знаете, я вам спокойно могу сейчас показать. Смотрите, здесь у нас что, давайте посмотрим. Значит, путь игры, где ваша игрушка была установлена. Если у вас Steam, то переходим в Steam, нажимаете управление, здесь свойства. Далее у вас идет установленные файлы. Нет, это не то. Сейчас, секундочку. Ну что ж такое? Смотрите, управление, посмотреть локальные файлы. И оно отправит вас именно в папку, там где у вас установлена игра. Здесь находите Stalker 2, нажимаете Content, дальше Packs. Успеваете, все хорошо? Content, окей, Packs. И здесь вы должны создать вот такую вот папочку. Обязательно создать самому, нажимаете папку, обязательно указывайте тильду. Кто не знает, это Shift. Сбоку типа как консоль нажимается. Пишите mods. Сохраняете. У меня оно уже создано. И потом переносите вот этот файл, который вы скачали. Как видите, у меня версия 1.91 для RTX 3060. И по сути все, ничего сложного. И у вас уже, когда при следующем входе в игру, игра будет более оптимизирована в плане визуализации. У вас пропадет вот эта задержка. И будет все отлично работать, поэтому рекомендую. Дальше. Второй, который значимый, особенно очень так действительно, многие люди с этим сталкивались, и я с этим столкнулся, постоянно эти, знаете, утечки видео. Поэтому, чтобы этого избежать, особенно когда вы заходите в большие поселения или выходите, есть специальный мод, который убирает это слайд-шоу. Можете просто вбить, написать слайд, следы, видите? Переходите сюда, полное название FrameRate Fix Ultimate Engine INI. Здесь также самое есть настроечка, ничего сложного, тут уже отдельный файл, в который вы должны ввести свои коррективы. Смотрите, нажимаете скачать. Давайте я вам сразу покажу, как оно выглядит. Далее открываете этот файл, запускаете его с помощью блокнота. И что мы здесь видим? Видим мы следующее. Самое главное, вы должны ввести свои тут значения. Честно, я убрал ограничение кадров, потому что я сам это могу задать в настройках, поэтому можно эту строчечку убрать. Далее обязательно нужно поставить
Pool size именно конкретно под вашу видеокарту. Где это посмотреть? Здесь, там где было описание у автора, смотрите, давайте сюда. Здесь есть все значения. Допустим, если у вас карточка, например, на 12 гигабайтов, вы используете вот это значение. Это значение вот так вот вставляете, нажимаете файл и сохранить. Если у вас, допустим, карточка там, как у меня, допустим, 6 гигабайт, берете вот это значение и так же само добавляете его сюда. Обязательно файл нажимаете сохранить. Вот. И дальше этот файл, самое главное, вам нужно отправить в место, чтобы он как бы, ну, заработал, что ли, да, правильно. Поэтому, смотрите, нажимаете поиск, здесь пишите на русском «выполнить», либо можете сочетанием клавиш Windows R, ну вы поняли, R, робот. Вот. Здесь указываете процент, пишите app уже на английском, app data. Ничего сложного, не бойтесь, все получится. А вот здесь уже откроется вот такая папочка, но нам интересует больше app data. Видите, да? App data, local. Дальше спускаемся вниз, находим папочку Stalker. Ищите, ага, вот она. Нажимаете Stalker. Успеваете? Все хорошо? Молодцы. Дальше Saved. Угу. Здесь у нас Config. Здесь есть папочка Windows, кто играет на Xbox, либо через Microsoft. У них будет там GDK, да, как-то так, я точно не знаю. А вот нажимаете Windows. И здесь, в принципе, у вас может быть файл engine, может его не быть. Поэтому этот файлик просто перетаскивайте сюда. Вот. И у вас типа будет вот этот, уйдет вот этот слайд-шоу. Без проблем будет оно работать. Вот. Дальше. Третий, я считаю, такой самый более тяжелый путь, но он конкретно затачивается под систему. Под систему вашего именно персонально. Под вашу видеокарту, под вашу оперативку, под все. А вот здесь также самое идет файлик ini. Вот, в котором действительно куча всего. Давайте тоже вам покажу. Скачивайте. Успеваете, да? Все хорошо? Ага, все. Отлично. А вот нажимаете сюда, скачать. Скачиваете это, вытаскиваете этот файлик с архива. И у нас тут следующее. Здесь, конечно, много настроек, но я вам покажу самое основное. Вот, чтобы не будем забивать эфиры. Ну, здесь есть вот такие вот пометки. Вы не бойтесь, тут ничего страшного. Да, но, конечно, такой путь сложный, но с помощью вот этого конфига вы отлично настроите графику, отлично визуализацию. И самое главное, что он помогает, давайте прочитаем. Чтобы вы тоже не терялись. Этот, да? Нажмем перевод. С целью устранения большинства подтормаживания, улучшения производительности и стабильности, уменьшения задержки ввода, улучшения четкости изображения. То бишь вы визуализацию поднимете раз, производительность и стабильность у вас будет гораздо выше. А вот тут в принципе есть все настройки, также сам автор написал что куда. Да, есть свои сложности, это нелегкий путь, но я вам покажу, в принципе, тут все возможно. Тем более, если вы сделаете перевод, тут ничего сложного. Вот автор пишет, что после каждой точки запятой могут быть связаны с определенными конфигурациями. То бишь каждая конфигурация под вас заточена. Давайте теперь подробнее. Смотрите. Первое, что у нас попадается, давайте я вам покажу то, что мы можем сразу убрать. Вот здесь я убрал, смотрите, следующее. Если мы прокрутим до вот этой штуки, видите, он пишет, only you have, если у вас, короче, дисплей использует функцию VRR, а вот, то мы это оставляем. Если у вас это не поддерживает, то не нужно. Большинство это никто не использует. Дальше. Max Temp Memory. Это у нас идет оперативная память. Смотрите, если у вас 32 гигабайта, вы оставляете это значение. Допустим, если у вас 16 гигабайт, вы берете вот это значение. Успеваете, все хорошо? Молодцы. А вот, нажимаете сюда. Все, мы добавили ваше значение. Вот эту строчку удаляем. Все, и у нас уже отлично получается. Нажимаете сохранить. Но так как у меня 32 гигабайта, я оставляю
Вот это значение. Дальше. Поднимаемся выше. Что у нас самое главное? С оперативкой вы поняли. Смотрите, там где написано RAM. RAM. Поняли, да? Вот RAM. Это ваша оперативка. То бишь берете ваше значение и добавляете его сюда. Там где написано VRAM. Это уже, безусловно, идет ваша видеокарта. И это очень важно. Вот эти две строчечки запомните. Streaming Pool Size и Render Pool Min. Они очень важны. Здесь тоже нужно аккуратно. И вот это действительно даст то, что мы зафиксируем вашу видеокарту. И уже когда вы будете играть в игру, она будет понимать, что у вас есть лимит, допустим, 12288 памяти по видео. И у вас уйдет вот эта утечка кадров. И будет спокойно все работать стабильно. Вот, безусловно, с каждым новым патчем разработчики обещали тоже сразу пофиксить, чтобы не нужно вот это вручную вводить. Вот, поэтому следим за новостями, надеюсь, все получится. Ну а здесь, смотрите, допустим, у меня видеокарта в 6 гигабайт. У меня лэптоп-версия 6 гигабайт. Вот, и вот мне пишут, for 6 гигабайт используйте такое-то количество. Я беру это количество, убираю вот это значение, стираю все до точки запятой и сохраняю. Все, в принципе, ничего сложного. Вот эта вкладочка, смотрите, V-Sync, это вы если используете вертикальную синхронизацию. Ну, я считаю, что ее можно всегда включить самому в настройках. Лучше это убрать, чтобы оно уже не было как бы требованием. Вот. И второе, самое главное, это вот это, смотрите. Так же самое, если у вас, смотрите, 6 гигабайт, да, или 4. Вот у меня 6 гигабайт. Я беру вот это значение, вставляю сюда. И это уже будет заточено под мою видеокарту. Обязательно старайтесь, чтобы все было ровненько, чтобы вот эти все буковки совпадали. Не спешим, спокойненько. Вот. Дальше. Вот это значение тоже очень главное. Смотрите, Early Pass. Если у вас 16 гигабайт больше видеокарты, то у вас будет значение троечка. Если у вас 8-12, то двоечка. И так далее. У меня, допустим, ниже 8 гигабайт. Я беру единичку, ставлю единичку. Вот. По сути, если вам сложно, вы можете спокойно взять, скопировать это, закинуть в переводчик, вот, и перевести, чтобы было понятно. Но вам действительно нужно проработать с каждым вот этим значением. Так же, как вот здесь, смотрите, так же самое, кстати, тоже это важно. Если у вас 10 гигабайт и выше, вы используете это значение. If you have, если у вас от 4 до 8, то используйте 128. То бишь наше значение мы ставим 128. И что нам это даст? Уже система будет полностью заточена под конкретно ваши характеристики, и она уже будет, во-первых, рендерить лучше, будет быстрее загружаться система, и во время, когда вы заходите в большие пасли, либо маленькие, у вас уже будет стабильно все работать. Вот, поэтому, ребятушки, надеюсь, вам данное видео понравилось. Желаю вам успехов, всем побед. Да, игрушка очень долгожданная, ребят, но стараются сейчас все разработчики фиксить. Вот, надеюсь, что оптимизируют игру и будем реально кайфовать от нее в ближайшие как минимум 5-10 лет, это точно. Вот. Ну а если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. Всем добра, хорошего настроения, не забывайте, ну не забывайте, вы поняли, да? Вот. Всем пока. Ауф.